Ни для кого не секрет, что сейчас у франшизы по Сонику открылось второе дыхание. И дело не только в новом фильме, сериале или даже комиксах, но в особенности благодаря новой игре от Sonic Team. Ибо цифры продаж говорят сами за себя. 2,5 миллиона проданных копий за первый месяц. И это при жесточайшей конкуренции от Sony с их God of War Ragnarok, Activision с их Modern Warfare 2 и Electronic Arts с ее FIFA 23, хайпанувшая за счет чемпионата мира по футболу. А также Callisto Protocol, хотя у него свои проблемы, и Pokemon Scarlet и Violet, которые продались тиражом в 10 миллионов копий за первые 3 дня. Несмотря на все технические проблемы. В общем, не конкуренция, а просто кошмар. Но вот игра выходит, и черт возьми, как же она хороша. Высокие оценки, в особенности от игроков, большие продажи. Это одна из самых быстро продаваемых игр в серии. Интересный сюжет, персонажи, увлекательный геймплей, отличные боссы, кроме последнего, музыка, народная любовь. Но, увы, нет критиков и всяких несониковских блогеров. Оценки получились смешанные, а про игру настолько мало обзоров, что игра как будто в принципе не выходила в этом году. Причины есть, и их две. Первое и самое очевидное — это релиз Рагнарёка. Вот, допустим, вы игровой журналист. Чему бы вы отдали предпочтение? Продолжение одного из лучших эксклюзивов Sony, про который слышал каждый? Или же синему ежу, у которого спорная репутация и у которого в последнее время с играми дела идут не очень? Ответ, думаю, очевиден. Но даже после неплохого для него года, в некоторых моментах даже отличного, я не замечаю Соника ни в каких-то топах фильмов, ни сериалов, ни даже игр. У людей просто за все эти годы сложилось впечатление, что Соник — это провальная франшиза для детей, и кроме мемов искать в ней толком-то и нечего. А ведь в этом году вышло самое большое количество контента по синему ежу за последние годы. Вышел очень крепкий фильм, и интересный сериал от Netflix, и переиздание классики, к которому у меня большие вопросы, и, разумеется, новая AAA игра. Yeah, you better keep walking. What? What? И вот о всем этом я вам сегодня расскажу. Наливайте себе чаек, усаживайтесь поудобнее, и сегодня я вам поведаю о ренессансе Соника. Все мы знаем, что у Соника до 2022 года дела шли не очень. В 2017 году хоть и вышла успешная Мания, но также вышла абсолютно провальная Sonic Forces. 3 года разработки одного только нового движка, на саму игру потратили год, и мы получаем одну из худших игр по синему ежу. Сюжет максимально идиотский, герои максимально out of character, то есть творят то, что им вообще не присуще. Злодей Infinite просран, игра сама проходится за пару часиков, сам геймплей максимально казуальный. В этой игре я возненавидел классика, который вообще не нужен здесь. И хоть и положительные вещи в игре были, как, например, музыка и отбуст геймплея, хоть и немного, но можно кайфануть, все сошлись во мнении, что игра — сплошное разочарование. Игра была настолько провалом, что руководство Sega сразу же уволило Кена Понтака и Уоррена Графа, а также некоторых актеров, как, например, Наклза, и сперва выгнали также голос Соника, Роджера Крейга Смита, но, видимо, больше никого подходящего не нашли и его вернули. А голос Наклза действительно заменили на новый. So hurry up and get me back to normal. Anything to get you away from me. И знаете, все эти последние действия со стороны Sega — это самое логичное, что они делали за последнее время. Ибо, наверное, они все же повключали мозги и поняли, что следующий провал может стать последним. Потом в 2019 году вышла неплохая гонка Team Sonic Racing, которая продержалась, к сожалению, недолго. Ну и, конечно же, вышел первый трейлер к фильму. Ну и вы знаете эту историю. Me. В итоге, после массовой негативной реакции, режиссер Джефф Фаулер заявил, что дизайн Соника будет переделан. На помощь пришел Тайсон Хесс, который уже работал над мультами по Мании, а также прикладывал свои руки к комиксам IDW. Чувак, спасибо тебе огромное. Благодаря тебе Соник выглядит как настоящий Соник. He's been my favorite character to draw for almost 30 years now, ever since I was a kid. Almost every day I've drawn Sonic. Само кино перенесли на февраль 2020 года, и выйдет этот фильм на месяц позже, можно было говорить ежу прости-прощай. Но слава Бигу, фильм смог окупиться даже при условии конкуренции со стороны DC и Хищных птиц. Господи, какое же говно. Само кино, нормальное, на разок сойдет. Хоть это больше ловит бурундуки, чем Соник, но, с другой стороны, хорошие моменты в фильме присутствовали. Особенно понравился Эгман в исполнении отличного Джима Керри. Are you in charge here? Yes, I Nope. am. Wrong. I'm in charge. Is Me. Major Ben. Charge. Соник в исполнении Бена Шварца и полицейский Том в исполнении Джеймса Марсдена. Oh, don't be so sure. Your best friend is a magnet for danger. Already anointing yourself as the bestie. Да и если расценивать этот фильм как прощупывание почвы, то не так уж и плохо.
Премии высочайших оценок он не собрал, хотя на таком безрыбье в 2020 году этот фильм заметил бы каждый. Фильм собрал $300 миллионов, и студия дала зеленый свет на съемки сиквела. Заряженная команда тут же побежала его делать, а Sonic Team продолжала делать игру. Как можно понять, ренессанс начался. Спустя год радиомолчание было нарушено. В конце мая 2021 года на Sonic Central в честь 30-летнего юбилея Синего Ежа на нас выкатили просто море контента. И Sonic Colors Ultimate, и Sonic Origins. Я не поняла, почему такие расценки, девушка. Это что такое вообще за выступление вашего мастера? 3600 и 5600. И Sonic Prime от Netflix. Ну и, конечно же, новую AAA-игру по Сонику. Названия хоть какой-то информации на тот момент не было, а я про это все вообще не слышал и не интересовался еще. Про Colors, думаю, не буду много говорить, много чести. Sega захотела ремастер от аутсорс команды Blind Squirrel, они его сделали, обосрались, кто бы мог подумать. В сам ремастер я поиграл через год после многочисленных патчей и... играть-то норм. 60 FPS на плойке есть, неплохой буст. Но история, 2D-секции, свечение, которое выжигает тебе глаза. Это такое... говно! Поэтому перейдем к чему-то хорошему. Например, ко второму фильму. Благо я успел кайфануть уже от трейлера на ТГА и ждал часа X, который таки наступил. Знаете, хоть этот год и полное говно, хоть все мои планы пошли псу под хвост. Don't talk to me. I'm not in the mood. Этот год, тем не менее, один из лучших. Ну, в каком-то плане. И все благодаря этому синему красавцу. Я хоть и не смог попасть на премьерный показ Соника 2 в кино, я видел весь этот хайп от фильма. В этот раз против него было уже два конкурента — Морбиус и Тайный Дамблдор. Сам фильм, как по мне, оказался даже лучше первой части. Тут больше экшена, больше действия, да и сама история выглядит более целостной, чем в прошлом фильме. Фильм наконец-то про Соника, кто бы мог подумать. Сюжет снова вертится вокруг противостояния Соника и Эгмана. Но теперь у Соника появляется напарник Тейлз, а у Эгмана хоть и ненадолго, но появляется в напарниках Кратос. То есть Наклз. Мое предназначение — сделать то, чего не смогли мои предки. Вернуть абсолютную высшую силу на родину моего народа. Герой-злодей на протяжении всего фильма гонится за одним важным артефактом — мастером-изумрудом, дающим абсолютно высшую силу. В общем, довольно неплохой пересказ сюжета Sonic 3 и Knuckles. Что же до героев? Герои же очень интересны, и почти каждый проходит свою арку. Соник, Тейлз, Наклз, Том, Эгман, Агент Стоун. Все они очень интересны, и в критические моменты за героев очень сильно переживаешь. Нет, у нас неприятности. Тейлз, нам нужно выбираться отсюда. Давай, очнись. Тейлза и Наклза вообще раскрыли просто шикарно. Правда, все еще возникают вопросы насчет того, откуда вообще Тейлз, почему все не так, как в играх, но, видимо, это такой свой киношный канон, который просто надо принять. Бюджет в 110 миллионов ощущается в каждом кадре. Действие не провисает ни на секунду, и каждый раз фильм тебе преподносит что-то новое. Ну а за финальную битву в Грин-Хиллсе я вообще готов аплодировать. Держал меня постоянно в тонусе до самого конца. Ну и в этом фильме появляется... Ну и в конце мне понравилось, как они закрыли эту арку с бейсболом. В первом фильме Соник играл один, и у него не было ни друзей, ни семьи, никого. Сейчас же он уже играет со своими друзьями и новой семьей. Кстати, про это мне очень нравится, как авторы прописали отношения Соника с Томом. В первом фильме они проехали долгий путь, чтобы в конце стать друзьями. Во втором же они с Мэдди стали воспитывать Соника как, по сути, своего собственного сына. Дали ему жилье, ухаживают за ним, Том ходит с Соником на рыбалку и настаивает его на правильный путь. Sonic, taking care of yourself is not what being a hero is all about. It's about taking responsibility for other people. Because being a hero isn't about taking care of yourself. It's about taking responsibility for other people. No, sir, that is a Wachowski family special. Came from my dad, in this very boat, on this very lake. No, sir, that's a Wachowski family special. I got it from a guy in a rowboat. Someone who means a lot to me. И в конце фильма он произносит самые логичные слова. I'm happy for you, pal. Got your wingman. I've got a lot more than that, Dad. Кстати, обожаю титры в этих фильмах.
Но особенно я обожаю сцены после титров. В конце первого фильма был Тейлз. Теперь же... Боже мой. Проект Тень. Вау! Я не знаю, кто будет его озвучивать и какой у него будет характер, но я очень жду третий фильм. Также надеюсь, что Джим Керри залетит на огонек и покажет нам напоследок свой шикарный перформанс. Судя по инсайдам, нас ждет экранизация Sonic Adventure 2, моей любимой игры. Так что поживем увидим. Кстати, чуть не забыл. В качестве бонусного контента к фильму вышла неплохая короткометражка Sonic Drone Home про наших ребят и одного из дронов Эгмана, который отделился от стаи и пытается жить самостоятельно, изучая этот мир. Выглядит интересно, ну и персонажи просто очаровательны. И также еще до выхода второй части был анонсирован спин-офф сериал про Наклза с тем же Идрисом Эльбой в главной роли. И это круто все такое, но, ребят, уже почти март на дворе, а никакой информации, да даже скриншотов и лого до сих пор нет. Только дата. 2023 год. Ну, ждем. Итого по фильму. Лучше первой части, Наклз не тупой. Мелкий волшебный еж уничтожен. Собрал 400 миллионов в прокате, но, увы, без каких-либо премий. И обзорщики, естественно, его прокатили в своих топах. Ведь в этом году были фильмы явно лучше Соника 2. Да, я заметил, замечательные фильмы. Честно, вообще не хочется тратить на эту игру время, ибо сборник, ну просто нечестно дорогой, и непонятно, что в нем стоит таких денег. Начнем с того, что игра стоит 3000 рублей, что за сборник классики — это просто наглость. Попахивает Rockstar'ом с ее трилогией GTA. Во-вторых, контент в игре просто кот наплакал. С одной стороны, спасибо за режим испытаний, за дополнительные материалы, но с другой, 9 минут всех катсцен, которые запускаются только в начале и в конце каждой игры? Серьезно? Не поймите меня неправильно, все красиво и так далее, но камон, 9 минут. Так что спасибо моему другу за то, что поделился игрой, ибо, как по мне, тратить на это деньги нельзя ни при каких условиях. Зато я прошел весь сборник дважды и выбил платину. Тоже дважды. Не знаю зачем, у меня есть такой фетиш на платины. Самое вкусное я оставлю напоследок, а сейчас я хотел бы рассказать про один из самых интересных сериалов про Соника — Sonic Prime. Концептуальный сериал мне напомнил фильм «Доктор Стрэндж 2» со своей мультивселенной. Жаль, конечно, что в сериале не задействованы Соники из сериалов, игр и фильма, хотя тогда бюджет бы возрос до заоблачных высот. Ну а так за действиями персонажами все еще интересно наблюдать, особенно за химией между Соником и Найном и Капитаном Дредом. Просто лучшие персонажи. Кстати, про Найна. Видимо, Origins — это новый канон, который надо просто принять и смириться. Ибо Соник при встрече с Найном рассказывает, как он с ним познакомился в своей вселенной. И знаете что? Этот же момент был в Sonic Origins. Так что, господа олдфаги, я прекрасно понимаю ваши чувства, но, как я уже сказал, надо просто принять и смириться. Также из запоминающихся персонажей могу выделить ржавую Роуз, Руш с полностью закрытым костюмом. И самого Соника с игранным Дэвидом Маком. Кстати, я встречал такое мнение, что Соник в этом сериале идиот. Он делает, что ему хочется, и не слушает никого, кроме себя. Но, как по мне, это не есть плохо. Да, порой он ведет себя самовлюбленно, но это же часть его характера, ребят. Он любит понтоваться, но также он ценит своих друзей и работает над своими ошибками. Так что поверьте, мы еще увидим его трансформацию под конец сериала. Пока что вышло только 8 серий, но вот недавно создатели выкатили 3 скриншота из продолжения, которое ожидается уже в этом году. Возможно, также весь сериал успеет выйти до конца года, но поживем увидим. Сам сериал очень зашел публике и критикам. Держался несколько недель подряд в топах Netflix, а IGN и вовсе поставили ему 8. Вау, вот уж от кого я не ожидал это увидеть. Кстати, про IGN. Мы переходим к самому вкусному. Разработка Sonic Frontiers длилась 5 лет. Началась она сразу же после выхода Forces. Разработчики, как и в случае с Unleashed, решили вернуть Сонику его былое величие, чтобы люди говорили: вот это настоящий Соник. И у них получилось. Правда, началось все с не самого лучшего трейлера на ТГА, где показали красивый, но в то же время абсолютно пустой мир, даже без врагов. Зато с красивым, как всегда, синематиком и надписью Sonic Frontiers. Честно, я тогда вообще не впечатлился. Я скорее тек от трейлера к фильму. Да и люди сравнивали эту игру с Зельдой. По-настоящему тревожный звоночек для меня прозвучал после знаменитого показа старого билда, ну или преальфы Frontiers от IGN. Все выглядело серо, дубово, дальность прорисовки вообще оставляла желать лучшего. Да и выглядело все просто не впечатляюще и скучно. Казалось бы, зачем давать старый билд, если это самая настоящая антиреклама? Вспомните Battlefield 2042. Ну и после такого позора фанаты решили спасти игру, как они смогли спасти Соника в кино. Они призывали Sega отложить релиз, ибо игра явно недоработана, но ничего не вышло. Зато позже Sega Sonic Team начали исправлять ситуацию. Больше роликов с отполированной игрой, показали сюжетные геймплейные трейлеры, интервью начали давать, разъясняя, как и что работает.
Отдельно, кстати, хочу сказать спасибо изданию Game Informer. Они, в отличие от IGN, не плюют на игру, и они, можно сказать, спасли репутацию Frontiers. Спасибо вам. What's the best Sonic game? Sonic Adventure 2. What's the worst one? I can't answer. Выходили шикарные музыкальные клипы I'm Here and Vandalize, комиксы-приквелы, как в случае с Forces, Tales Tube даже приплел события Frontiers, но больше всего мне понравились два видоса. Первый — это пролог про Наклза. Ребят, вы понимаете, что 6-минутный ролик разнес все то, что Sega делала за последние 12 лет? Наклз не тупой, в него веришь, за него переживаешь. Sometimes I wonder how things would be if I hadn't been given this responsibility. Why was I chosen for this duty? Hold on, little guy. I'll help. Here, this is what you were looking for, right? Whoever's behind this better show yourself now. We'll settle this in a fair fight. And after I win, you'll send me home. Got it? Ну и, конечно же, ты ему сочувствуешь. I do things on my own. That's just how I like it. I don't need anyone else to get by. But sometimes... Ну и второй видос — это трейлер к выходу игры, содержащий геймплейные и сюжетные моменты с аниматиками под трек группы Queen Don't Stop Me Now, который, очевидно, делает отсылку на первый фильм. При прослушивании даже пересмотреть захотелось. Ну вот игра выходит, и черт возьми, как же она хороша. Высокие оценки, в особенности от игроков, большие продажи. Это одна из самых быстро продаваемых игр в серии. Интересный сюжет, персонажи, увлекательный геймплей, отличные боссы, кроме последнего. Музыка, появляющиеся платформы с рельсами, будь они прокляты, испытания, мини-игры, лоу-фай рыбалка, киберпространство, сочная графика. И хоть и не смогла получить какие-то премии и награды, но зато ее припоминают, когда речь заходит про музыку. А на ТГ Sonic вообще почти получил награду в категории Player's Voice, если бы не Genshin. Но хей! Даже при том, что мы не выиграли, команда разработчиков все равно нереально замотивирована, чтобы радовать игроков. Ведь, как известно, для разработчиков нет лучшей награды, чем фанатская любовь. Вот и все, ребят. Как можно заметить, этот год был явно годом Соника. Я бы даже сказал, одним из лучших для Соника. Но на этом все не заканчивается. Уже известно, что в этом году нас ждет продолжение Sonic Prime, сериал спин-офф про Наклза. В 2024 году выходит Sonic 3, который, скорее всего, расскажет нам киношную версию Sonic Adventure 2. Ну и самое интересное — дорожная карта к Frontiers. Ребят, ну у меня просто нет слов. Такое вообще хоть раз было, чтобы игру поддерживали после релиза и накачивали контентом? Вы понимаете, что если бы Sonic Frontiers провалились, то этого всего бы не было, а то и вовсе выкатили бы эти DLC как платные. Ах да, чуть не забыл. Это все бесплатно. It's for free. Free! В первой обнове будет музыкальная шкатулка, фотомод и новые челленджи. Как многие предполагают, в игре появится босс-раш, который фанаты просят очень сильно. Ибо босс-файты действительно сделаны шикарно, что их хочется перепроходить снова и снова. Во второй обнове будет интересный ивент, связанный с днем рождения Соника. Честно, не знаю, что это значит. Испытания в открытых зонах и новый Коко. Интересно. Но самое интересное и самое жирное — это третье обновление, в котором будет новая история и играбельные персонажи. Ребят, если мне память не изменяет, последний раз мы играли за разных персонажей в Sonic 06 2006 года, 17 лет назад. Форсы не в счет. Я нереально рад, и мне безумно нравится эта тенденция, и сам факт, что Sonic наконец-то вернулся. И мне действительно интересно, что будет дальше происходить с франшизой. Кто знает, может быть, нас ждут ремейки адвенчуров или ремастеры, например, Unleashed, который просит до сих пор. Впрочем, это уже другая история. А на этом действительно все, ребят. Спасибо, что слушали мой спич про синего правосудия. Эта тема для меня очень важна, ибо Sonic для меня это не просто пустой звук, он реально спасает меня в самых трудных ситуациях, и он просто лучшее лекарство от всего. Но я говорю вам, до новых встреч. Покедова, гайс.